Привет, я Лия. Спасибо, что открыли это видео с распаковкой мембершипа Stay 4-го поколения. Это официальный фандом Stray Kids. И давайте приступим к распаковке. Я не смотрела распаковки, видела, собственно, карты в всяких разборах. Но надеюсь, что там где-то будет такая открытка или полароид. Надеюсь, ну хотя бы открытка. Так, вот такой вот у нас рукав, я думаю, можно это назвать, сверху на коробке. Вот так вот, собственно, коробка выглядит. Довольно большая она по сравнению с мембершипом 3-го поколения. У меня есть распаковка на канале. И еще у меня есть распаковка мембершипа 2-го поколения. Сзади тут карта, сейчас я покажу. Собственно, сзади коробки находится пластиковая карта с моим именем и номером мембершипа. Я не буду показывать этот номер, я его просто закрыла вот так пока. Ее довольно сложно вытащить из этого специального, не знаю, кармашка. Поэтому я сейчас за кадром постараюсь это сделать. Так, собственно, я заклеила тут свои данные, номер и имя, фамилию. И карта выглядит вот так. Она пластиковая. Да, и, собственно, задник коробки. Давайте открывать и смотреть. Я думаю, что карты мы оставим на конец видео. Я предлагаю начать вот с этого брелочка, я так думаю, можно сказать. Ну, это очень мило. Я не знаю, я хочу пищать. Вот так он открывается. Я не знаю, что в него поместится. Вроде как я где-то видела, что мини-плюши туда, не мини даже, а микро-плюши туда помещают. У меня микро-плюши нет, но, может быть, когда-нибудь появится. Очень приятно, тактильно это все. И вот такой вот карабин, то есть можно повесить куда-то. И такой брелок, как вот, например, у ключей кольцо бывает, брелков до ключей. В общем, очень миленько, мне очень нравится. Куда-то хочется положить на видное место, чтобы смотреть на такую милоту. Так, и заднюю сторону я как-то мельком совсем показала. Тут вот 4, что это мембершип 4-го поколения. В общем, да, милая штучка. Предлагаю дальше посмотреть фотобук. И уже потом остальное наполнение. Ой, чан с гитарой. Я видела вроде все эти тизер-фото в январе, по-моему, да, или когда в декабре они выходили, 23 января, 24. Все фото видела, но уже столько времени прошло, что, если честно, я ничего не помню просто, что там было. У меня есть какие-то такие вот воспоминания по образам, которые были у ребят. Но декорации, какие там были, у меня уже все из моей памяти, честно признаться, выветрилось. Поэтому для меня вообще весь мембершип это такой сюрприз. Какой милый Чанбин. Какой милый. Такие довольно, как сказать, домашние фотографии, я бы сказала. Наверное, уютные какие-то. Мне такое в целом нравится. И да, тут вот повседневная одежда, скажем так. Я в каких-то видео, когда распаковывала карты Крокстар, да, от китайских магазинов, не то чтобы ругалась, но немножко бубнила по поводу повседневных образов, но вот эти образы тоже не какие-то концертные, вычурные, но они интересные. То есть тут мы смотрим на ребят, и действительно интересно рассматривать, во что они одеты. Вот смотрите, даже у Джессона, какая у него многослойность в одежде, да, и как все хорошо по цветам подобрано. Не знаю, аксессуары у него есть. Вот такие повседневные образы, не вычурные, не концертные, я люблю, когда тебе нравится именно стиль сам, ты видишь работу стилистов, ты видишь, как они что подбирали, стилизовали. Такое мне нравится, да, вот посмотрите, у Феликса тоже
можно сказать, что простой образ, но очки, какие-то кольца, тут вот какое-то ожерелье. То есть ты видишь, что над этим действительно работали, а не просто там они одели какие-то футболки с тренировок. Вот, поэтому тут меня это полностью устраивает. Какая, кстати, куртка, бомбер, да, у Сунмина классная, вот с этой как матроской. Мне прям нравится. Поэтому, когда я говорю, что там повседневные образы или не повседневные, тоже стоит, наверное, мне самой чаще делать вот какое-то уточнение, что повседневные образы повседневным образом рознь. Сколько раз я сказала повседневные, не знаю. То есть это вот ни в какое сравнение не идет с тем, в чем ребята иногда фотографируются на карты. Ну вот конкретно, например, на предзаказные и ивентные карты для китайских магазинов Веру Rockstar они фотографировались. Вот смотрите, какое ожерелье интересное у Чонина. Ну и, конечно же, тут, мне кажется, очень играет свою роль еще и декорации, фон, в которых ребята находятся. Я вот люблю такое, когда видно какую-то природу, вот фото с цветами. Но это же очень красиво, на мой взгляд. Да. Общие фото люблю. Такая очень, не знаю, уютная фотосессия. Такая, знаете, теплая. Хочется рассматривать подольше. Вот как плед, знаете, вот такая укутывающая тебя в какие-то приятные, теплые эмоции, как мне кажется. Мне очень нравится. Как-то рассматривание фотобука у меня скатилось в рассуждение по поводу образов. Ну, ладно. Так, давайте буду брать то, что мне попадается. Это холдер для карт. Так, вот сюда, я так понимаю, можно положить ID-шку какую-то. Но в целом и прямо карту можно также сюда положить. Давайте попробуем. Собственно, вот эту карту и положим. Да, вот так это будет смотреться. Тоже можно куда-то приспособить. Мне нравится. Не знаю, буду ли я ей пользоваться где-то, но очень такая приятная вещь. Так, дальше у нас идет браслет. Вот такой вот. Я говорила об этом на Бусти и, по-моему, в телеграм-канале тоже упоминала, что у меня мама очень ждала, пока я открою, собственно, membership и покажу ей этот браслет, потому что она знала, что в membership он должен быть. Вот так вот камера. Ну-ка, сфокусируйся. Да. Я почему-то думала, что он больше, не знаю почему, то есть помассивнее, а он прям такой нежненький, да. Но мне нравится, не знаю, возможно, в каких-то других видео, распаковках вы меня в нем увидите, хотя на самом деле я никакие такие украшения обычно не ношу. Вот у меня есть вот эти 2 колечка, которые я ношу постоянно, и все, ну и сережки. Вот, больше я никаких украшений не ношу. Ну ладно. Посмотрим, может быть, иногда для видео все-таки буду надевать. Вот такая штучка у нас есть. Я даже не знаю, что это. Ну-ка. А, стикеры, наверное. Так, это как конверт. Да, это стикеры. Ничего не осталось. И они с мембрами. Как вот их показывать? Давайте вот так по одному буду. Не улетай. Их тоже можно, мне кажется, приспособить куда-то в биндер. Ну, конечно, да, их можно использовать для какого-нибудь ежедневника, вообще для чего угодно, куда они там приклеятся. Но я думаю, что я их, возможно, как-то смогу сложить в биндер или просто так оставлю лежать в конверте. Не знаю, ну просто вот эти вот стикеры с мембрами хочется куда-то, чтобы они были перед глазами в доступности, и чтобы можно было на них посмотреть, когда захочется. Так,
И вот такие вот стикеры уже просто там с названием фандома Stay, с названием вот тематики мембершипа. Вот такие вот как пластыри. Да. Так, дальше что у нас есть? Вот такой конверт. Ну, тут я подозреваю, какие-то открытки должны быть. Так, как бы аккуратно мне отклеить эту наклейку, чтобы не порвать. Давайте я сейчас попытаюсь это сделать. Я не очень аккуратная в этом плане. Вот так вот, да. Вот. Все, просто хотелось сохранить ее. Так, и у нас открытки с мембрами. Задник вот такой белый. Это я точно должна сложить в биндер. Выглядят, кстати, просто как распечатанные фото. Я имею в виду по качеству, потому что глянцевые эти открытки, именно как глянцевые фотографии. Хотя фотографии тоже, по-моему, на матовой фотобумаге иногда, да, печатают. Ладно, не обращайте внимания на то, что я говорю иногда бред, простите. Мне так нравится этот образ Чанбина, не знаю, он такой тут милый какой-то. Да. Такой вот Хёнджин. Джисон. Джисон еще очень интересный задний план. Мне прям хочется поразглядывать его. Так. Ликс. Сэнмин. И Чунин. Нету общей открытки. Мне кажется, это недоработка. Так, извините, да, тоже побубню немножко, но мне кажется, надо было общую сделать обязательно. Как так без общей? Всегда же были какие-то общие открытки, или что было еще общее? Мне кажется, всегда были общие открытки. Почему нет? Ну ладно. Еще вот такой. Вот у нас есть конвертик. Я так понимаю, там айдишки должны быть. Так, насколько я помню, ID двухсторонний, да? Да. Давайте как-то по отдельности буду смотреть и откладывать. Да, с одной стороны, как будто Чан более серьезный, с другой улыбающийся. Я так понимаю, такая концепция. Да, это мило. Но все равно за отсутствие общей открытки минус. Ну как так? Я не знаю. Я прям подрастроилась, если честно. Да, глупый повод, наверное, для расстройства, но как любитель общих открыток, общих всяких карт, я немножко подрастроилась. Хотя в остальном мне все нравится. Да, и я говорила, что я общие карты открытки люблю, например, больше, чем юнитные. Я бы хотела именно больше всякого общего. Санмин. Ну, идея прикольная, кстати, вот это с такими двусторонними айдишками, где тут одни такие серьезные, а тут улыбающиеся. Ну, красота же. Красота. Так, и у нас еще есть два сета карт. Давайте начнем с юнитного сета. Вот такие милашки. Чан и Чунин. Так, и сзади подписано, кто у нас на картах. Ну, общие, конечно, общие. А юнитные карты милые тоже. Да, и мне нравится, что сзади на некоторых из них видно природу какую-то. Вот этот сад. Не у всех, конечно, но где-то. Это плюс, на мой взгляд. Ну, я собираю карты Хёнджина Феликса, и у меня есть отдельная страница с их юнитками. Вот я думаю,
нужна ли мне еще повторка этой юнитки для отдельной страницы. Да, потому что эти я положу все вместе на один лист. Да, у меня вот такие мысли иногда. Например, я еще собираю юнитки Минхо и Феликса, и какие-то из их юниток у меня повторяются, потому что они у меня лежат отдельно вместе в сетах всех юниток и отдельно на странице, где у меня лежат юнитки именно Минхо и Феликса. И вот такая же история у меня с юнитками Феликса и Хёнджина. Так, давайте вот этот сет откроем. Так, ну и тут уже обычные селфи-карты. На заднике у нас автограф мембра. Тут как будто уже ребята все в комнатах сфотографировались, да? А, вон Хёнджин там. Хёнджин как раз в саду фотографировался. Мне нравится. Вот как вот задник все-таки разнообразит карту. Да. 4, да, он показывает, что это мембершип 4-го поколения. Ой, какая милая карта. Мне нравится, я прям, да. Мне все понравилось, кроме отсутствия общей открытки, ребят. Ну как так? Ну как так, а? Брали ли вы что-то из мембершипа Stray Kids? Возможно, что-то в разборах или целый? Пишите, как он вам. Мне все понравилось, как я уже сказала. Свою единственную претензию я тоже высказала. Но в целом мне все нравится. Вот такая вот получилась распаковка. Большое спасибо вам за просмотр этого видео. Будьте здоровы! Пока!